Здравствуйте, друзья, любители текстиля. Сегодня поговорим о таком трикотажном переплетении, как пике, майках поло и о лиге плюща. Дело в том, что в интернете ходит достаточно много фейков, благодаря которым сложно разобраться, что это такое переплетение пике. Вот один из них. Основная сложность технологии производства заключается в создании особого плетения трикотажа. В ткани используются две поперечные и уточные нити основы. В итоге она выглядит как простеганная, но на самом деле здесь применяется иной тип создания материи. Что здесь неправильно? Здесь неправильно все. Дело в том, что в чем отличие вообще тканей и трикотажных полотен пике. У них есть вот такая ячеистая или рельефная поверхность. Но нужно различать ткани пикейного переплетения и трикотажа переплетения пике. Ткань и трикотаж – это разные текстильные материалы. Ткань ткут на ткацком станке, и она состоит из нитей основы и утка. А трикотаж вяжут на вязаных машинах. Слово «пике» в переводе с французского означает простегивать, пристегивать, прострачивать из-за вот такой вот специальной фактуры материала. Другое название этого материала – марселла. Существует технология вышивки, которая была изобретена в Марселе, очень напоминающая пике. Больше всего переплетение пике нам известно по таким майкам поло. Майка поло – это нечто переходное между футболкой и рубашкой. У пола есть стоячий отложной воротничок, есть 2 или 3 пуговицы, на которые она застегивается, резинка на манжетах, иногда может быть небольшой нагрудной кармашек и какая-то вышивка с логотипом фирмы. История изобретения пола и название получила от одноименной игры, которая была придумана очень-очень давно. Еще в середине VI века до нашей эры в Персии появилась игра, в которой игроки длинными палками на слонах или на лошадях должны были забить мяч в ворота соперников. В XIX веке эта игра уже развивалась в Индии, получила свое дальнейшее развитие. А когда британцы колонизировали Индию, они узнали об этой игре, она им очень понравилась, и они тоже к ней пристрастились. Вот на этой фотографии мы видим британских военных джентльменов, вспомним доктора Уотсона, и здесь же мы видим и индийских принцев, которые вот подготовились к чемпионату Хайдарабада 1800 года. Вот. А название этой игры происходит от древнеиндийского пулу, что в переводе означало материал из лозы, из которого делали этот мяч. Затем, когда британские военные вернулись в Англию, они привезли туда эту игру, и она стала очень популярной. Здесь она стала почти официальной игрой, и в 1871 году был сыгран первый матч. На то время форма игрока состояла из рубашки с длинными рукавами, бриджей, шлема, перчаток и высоких сапог. А в 1900 году эта игра уже вошла в программу Олимпийских игр. Англичане, которые играли в поло, были военными, и понятно, что менять форму им не позволял устав. Тем не менее, когда эта игра стала популярной, сразу же появились люди, которые стали эту форму постепенно дорабатывать, чтобы в ней просто было играть удобнее. И через 20 лет уже была основана компания, которая начала производить форму для игроков пола. Поменяли обувь, бриджи заменили на брюки, а длина рукава осталась прежней, но рукава начали подкасывать также для удобства. Например, во время поездки в Англию в конце 1800-х годов молодой Джон Брукс, наследник американской компании Brooks Brothers, он тоже был игроком в поло, поиграв, он увидел вот эту рубашку на пуговичках, думая, что это огромное изобретение. Он, вернувшись в Америку, рассказал об этом своему деду, и они начали выпускать новые вот эти вот рубашки на пуговичках и на воротнике, которая отличалась от современной рубашки пола только длинным рукавом. Тем не менее, до сих пор Brooks Brothers претендует на оригинальность их первой рубашки пола. Дальше начала очень стремительно развиваться история пола в связи с тем, что спорт приобретал все большую популярность. В 1920 году дизайнер и игрок в поло Льюис Лейси начал продавать в своем магазине в Буэнос-Айресе новую облегченную рубашку, где он уже придумал
вышитого всадника игрока в поло на этой майке. Ну а наибольшую популярность этой рубашки и известность этому виду одежды принес Рене Лакост по прозвищу Крокодил. Это был знаменитый игрок в теннис. Дело в том, что теннис была игра в те времена, игра для аристократов. Это была игра королевская, которая еще пришла с времен Ренессанса, где в эту игру вообще играли рукой, играли в мягких фланелевых штанах, мужчины были в галстуках, в рубашках. Но Рене Лакост решил переделать под себя эту форму, она была неудобной, она не давала играть в теннис в таком ритме, в котором он хотел. И он стал ее видоизменять. Ну, он создал одежду, которая идеально для него подходила. Он сделал рубашку на пуговичках, он сделал рубашку с коротким рукавом, которую можно было надевать через голову. Он сделал так называемый теннисный хвост. Это значит, что задняя часть рубашки была длиннее, чем передняя. Ну, зачем это нужно было? Когда игрок нагибается за мячом, чтобы у него не было видна, так сказать, филейные его части. Сейчас, конечно, показывать их модно, но в начале 20 века это считалось непристойным, и поэтому маечка, заправленная в штаны, не должна была показывать ягодицы. Вот. Также он применил для этих рубашек пола машинный тип вязки, и вот как раз-таки то самое переплетение пике. Но так как он был игроком очень знаменитым, то его вот эти футболки, рубашки пола стали очень популярными, они были прочными, легкими, и тем не менее они оставались одеждой джентльменов. Ну и в 1926 году он впервые появился на корте в белом поло из хлопкового пике с отложным воротничком, с короткими рукавами. А если учесть, что он выиграл открытый чемпионат США, то, конечно же, сразу эта одежда стала супер популярной и, ну, везде с его именем ассоциировались эти рубашки пола. Когда он уже отошел от дела и перестал играть в теннис, он целиком сосредоточился на вот этом, на своем бренде, где он стал вышивать, сначала приклеивать, а потом вышивать на карманах вот этого крокодильчика. Кстати, кличка его тоже была Крокодил. Существуют разные версии, почему у него была кличка Крокодил. Кто-то говорит, что это из его характера агрессивного, кто-то, что он проиграл спор о покупке сумки из крокодиловой кожи. Ну, на самом деле, я склоняюсь к третьей версии. Посмотрите на его профиль. Я думаю, что кличка его Крокодил связана совсем с другим. Но сейчас, кстати, на рубашках Lacoste иногда вместо крокодильчика даже приклеивают других животных. Это такая вот идея экоактивизма для того, чтобы сохранить представителей исчезающих видов. Но другие пола, Ральф Лорен вышивает всадника, игрока в поло, но другие марки вышивают, в общем-то, свои бренды. Дополнительную известность рубашки придал Дуэйт Эйзенхауэр в 1952 году, будущий президент Америки, который на игру в гольф стал носить рубашки пола Лакоста. Он не только прославил Лакоста, сделал популярным, но игру в гольф, но и рубашки пола. И, конечно же, сразу гольфисты со всего мира стали носить рубашки пола. Все гольф-клубы ввели их в свой дресс-код и придали дополнительные продажи Лакосту и дополнительную популярность этих рубашек. Дальнейшее развитие, многие дизайнеры подхватили идею этих рубашек. Они стали выпускать поло в разных цветах, отходя от белого цвета. Теннисист Фред Перри и футболист Стиби Вагнер, вы сейчас знаете, есть тоже такой бренд, Фред Перри, сделали собственную версию рубашки, используя белый хлопок. Они вышили свой логотип и, кроме того, ввели вот эти вот полосочки на воротнике и на манжетах, что тоже сейчас широко используется в рубашках пола. Ну и так как он был вообще уникальный теннисист того времени, он выиграл все кубки Большого шлема, по-моему, первый человек, который это сделал. Ну, на сегодняшний день по популярности его можно было бы сравнить с Лионелем Месси или с другими знаменитыми футболистами, поэтому, конечно же, он принес дополнительную популярность этому виду одежды. Ну а затем появился Ральф Лорен
хорошо известный вам дизайнер, который разработал собственную линейку рубашек Поло. Он первый, кто сделал эту рубашку в 24 цветах, сделал вышивку всадника игрока в поло, ну и этот его бренд, вот этот его ход на 24 цвета полностью покорил Америку и сделал ее супер популярной. Это стало неотъемлемой частью одежды, неотъемлемой частью американского стиля. Это была одежда джентльменов. И в 1997 году продажи Ральфа Лорена превысили $1 миллиарда, а биржа его компании, акции его компании разместили на фондовой бирже. Бренд теперь шьет одежду для олимпийской сборной США и является основным в премиум-сегменте. И, конечно же, они стали очень сильно конкурировать с Рене Лакостом, но у Ральфа Лорена были больше инвестиций, его имя было более значимым, и его поддерживали университеты Лиги Плюща, которые тоже перешли на поло Ральф Лорен, что стало с тех пор признаком одежды джентльменов. Вот мы видим здесь игрока в поло, соответствующей футболке, да, то есть игра дала название элементу одежды. После этого сетевые компании маркетинговые подхватили идею того, что можно брендировать рубашки Поло и вышивать свои фирменные логотипы. И сейчас тоже мы во многих компаниях видим рубашки Поло, забрендированные под определенную компанию. В СССР в 70-е годы пришло Поло, пришло из Европы. Вот, называлась она тогда тенниска по виду спорта, не называли ее Поло. Вот, ну, она стала тоже очень модной, но достать такие рубашки было во времена СССР тяжело. Они приходили из Италии шерстяные, кто мог достать, из Венгрии синтетические. Текстильная промышленность СССР тогда еще не освоила их выпуск. И вот я нашел в интернете в продажах вот такую вот сетчатую рубашку СССР Поло. Это был самый шик. Рубашка Поло в сеточку. На сегодняшний день многие знаменитости носят рубашки Поло. В общем-то, кто в них только не засветился, их можно носить с разными элементами одежды. Герои Джеймса Бонда, Дэниел Крейг, Джонни Депп, Том Круз, Киану Ривз, все кто угодно носят в различных своих гардеробах разные варианты одежды и рубашек Поло. Как видите, вот они хорошо сочетаются и с классическим пиджаком. Вот, например, видите, Брэд Питт в рубашке Поло и в классическом пиджаке на красной дорожке. Вот, они сочетаются по функционалу и с брюками, и с куртками, и с пиджаками, и с клубными, и с формальными костюмами. И разные дизайнеры используют рубашки Поло в самых различных сочетаниях. Ну и теперь нам осталось разобраться только, что же это за рубашки Поло, что это за переплетение пике, которое сделало их такими популярными. Итак, пике – это трикотажное плотное полотно в рубчик или с выпуклым геометрическим узором. То есть обязательной чертой переплетения пике является какая-то фактурная поверхность. Рубчик, соты в шахматном порядке, какие-то вот узорчики и так далее, которые делают этот материал более привлекательным и более интересным. Ромбики, квадраты и так далее. Это переплетение пике относится к производно комбинированным трикотажным переплетениям. Таких видов переплетения есть три: кулирные производно комбинированные переплетения, основовязанный и кулирно-основовязанный. Они получаются путем чередования в одном петельном ряду петель различных переплетений. То есть мы видим в одном петельном ряду переплетение одно, второе, третье и различные их сочетания в различном порядке. Между столбиками одного переплетения ввязываются столбики не такого же, а другого переплетения, другого подкласса. Такой кулирный комбинированный трикотаж с небольшой растяжимостью получается на кругловязальных машинах. В чем особенность этих переплетений, ну и, соответственно, этих изделий? У них меньшая растяжимость, чем у традиционного трикотажа, высокая формоустойчивость. И часто такие трикотажные полотна называют тканеподобными, так как по своей фактуре, по своим каким-то характеристикам они больше похожи не на трикотажное полотно, а на ткань.
Из комбинированных переплетений наиболее распространенное в производстве верхнего трикотажа получило переплетение пике, которое представляет собой сочетание неполного ластика и неполной глади. Вот эти два переплетения. Посмотрите, как выглядит переплетение пике. Например, французское пике состоит из 4 рядов, и для его вязания нужны 4 вязальные системы. В ряды неполного ластика с раппортом 2+1 вязаны ряды неполной глади. Вот они. В каждом следующем ряду ластичный ряд и ряд неполной глади смещены на один петельный шаг. Это двухсторонний трикотаж, который имеет одинаковое число петель в раппорте на лицевой и на изнаночной стороне, а значит имеет уравновешенную петельную структуру, не закручивается, значит с ним легко работать в швейном производстве, так как число петель с обеих сторон у него одинаковое. Сочетание ластика с гладью, гладь, которая имеет вдвое меньшую растяжимость, чем ластик по ширине, дает возможность получать менее тянущиеся, менее растяжимые полотна, которые, тем не менее, обладают большой упругостью. Это связано с тем, что остовы петель неполного ластика, вот они, 1 и 2, по линии петельных рядов стягиваются протяжками 3 и 4 так, что на одной стороне трикотажа петельный шаг А1 получается больше, чем шаг А2. И вот эти сдвинутые ряды на один петельный шаг и дают ту самую ячеистую структуру. Вот она, ячейка. Вот этот ромбик, а скорее октаэдр, который мы видим на поверхности переплетения пике и на майках пола. Такой трикотаж с ячеистой структурой формоустойчив, практически не мнется, хорошо пропускает воздух, если мы говорим о хлопке, впитывает влагу. Во французском пике наблюдается зигзагообразное строение петельных столбиков из-за чередующегося наклона петель в одну и в другую сторону. В результате этого создается вот этот вот ромбовидный рисунок в виде ячеек. И диагональный эффект вот наиболее ярок именно в переплетении французского пике. Но изменив чередование петельных рядов, мы получаем уже трикотаж других производных комбинированных переплетений типа пике, но других пике. Швейцарское пике, вот мы видим здесь на диаграмме, московское пике, а существуют также и другие пике. Например, в швейцарском и московском пике полный раппорт переплетения образуется в 2 петельных рядах путем провязывания нитей, прокладываемых в 4 системах. В пике швейцарском, по сравнению с французским, петли дважды повторяются на одних и тех же иглах, поэтому фактура трикотажного полотна здесь другая. Диагональный эффект здесь выражен не так ярко, трикотаж более плотный и используется он в первую очередь, как и московское пике, для изготовления костюмных тканей, женских юбок, костюмов, брюк и так далее. Здесь на фотографии мы видим на схеме голландское пике. Тоже оно состоит из рядов неполного ластика и производной глади, но с другим чередованием. То есть, меняя чередование вот этих петельных рядов, мы получаем и другой эффект на поверхности. Но в любом случае пике имеет какой-то внешний эффект. Любой внешний структурный эффект. Посмотрите, сколько еще разных пике существует. Пористые пике, двухсторонние пике, пике французское с прессовыми петлями, пике восьмирядные, пике чешуйчатые, пике интерлочные. Но я думаю, что существуют еще и другие, о которых я не знаю. Таким образом, однородный простой узор, он симметричный, геометрический узор, делает материал интересным даже без каких-то дополнительных украшений, то есть без какого-то рисунка, вышивки и так далее. Хорошо держит форму, не растягивается и не превращается в какую-то бесформенную тряпку после долгого ношения, что особенно важно для спортивной одежды. Какие же преимущества будут у трикотажа пикейных переплетений? Интересный внешний вид, низкая сминаемость. Это очень удобно для тех людей, кто живет в высоком ритме, так как не нужно постоянно эти изделия гладить. Высокая формоустойчивость. Если кто-то из вас видел мяч для гольфа, он тоже имеет вот такую поверхность в виде сот, расположенных в шахматном порядке. И он очень прочный, и он очень формоустойчивый. Точно так же и трикотаж пикейного переплетения за счет этого имеет высокую формоустойчивость, упругость и низкую сминаемость. Высокая износостойкость, прочность и долговечность таких изделий. Гигроскопичность и хорошая воздухопроницаемость. Плотность может быть различной, в зависимости от того, какая пряжа применяется, какая плотность трикотажа. Не требует специального ухода, то есть можно стирать вместе с обычными вещами, гладить, но только учитывать
из какого волокна сделано изделие. Ну, если мы говорим о хлопке, то, конечно, это гипоаллергенность. Трикотаж пикейного переплетения может быть очень тонким, может подходить и для летних нарядов легких, и для теплой демисезонной одежды, и вещей под верхнюю одежду на зиму. Может быть гладко крашеным, можно красить в любой тон, могут быть с принтами, шелкографией и с термопечатью. Наиболее распространены пикейные трикотажные материалы из хлопка. Но существует также и из шелка, и из тонкой шерсти, и из кашемира. Более дешевые варианты из синтетики. Ну, наиболее классическим на сегодня является 95% хлопка, 5% эластана, для того, чтобы изделие еще лучше держало форму и облегало фигуру. Что мы видим? Больше всего делают, конечно же, это рубашки поло, различную спортивную одежду, не только с коротким рукавом, но и различные спортивные кофты, куртки и так далее, а также женские юбки, костюмы и прочее. Ну и в конце я хочу вам сказать вот, что если вы хотите произвести впечатление на девушку, то стиль Джеймса Бонда никто не отменял, майка поло, зауженные джинсы, и вы производите впечатление одновременно и брутального мужчины, и истинного джентльмена. Дополнить образ можете пистолетом или шляпой. Всего хорошего, до новых встреч!